симуляция. Я это называю игра. Айн, свайн, только первый транш, 200 кусков. Чтоб ты поняла, что крепостное право-то не вечно. Да, знаешь, если такими мощными траншами отдавать не будешь, то как раз к 61 году мы крепостное право-то и отменим. Я видел твою роль в физруке, Да. и я вот сейчас вижу тебя, как ты есть, и вот та роль, которая была в физруке, это есть твоя личность или это роль твоя была? Одна из моих частей, которую была я, ну, такая, у нас есть все, когда мне спрашивают, что вот какая вы настоящая в жизни, Катя, вот, когда вы типа не играете, я говорю, я никакая. Я как пустой сосуд, который можно наполнить чем угодно. А знаешь почему? Знаешь, почему я задал этот вопрос? Потому что мне было очень сложно представить, кто бы мог так круто сыграть эту роль, которая добавила вот эту вот реально крутую такую злую бизнес-леди, Причем которая большинство сильнее, чем даже этот, как его там звали? Нагиев. Нагиев? Не Нагиев, а Фома, вот. Да. Так нет, больше... Это интересно. Удивительно, ну, там Макс знает меня давно, в жизни я как бы противоположность этой Абсолютно. тети. Это вообще новый человек. В этом-то и прикол вообще актерской профессии, во-первых, а во-вторых, наверное, компенсаторно из-за того, что я так не проявляюсь, но во мне это есть, так как есть в нас все, что угодно, я могу ее как бы на сцене или и в кино вытаскивать те части, которые я здесь не проигрываю. Но они также во мне есть. Безболезненно, знаешь, как это? Экологично. Никого не убивая. Правильно. Но я могу сказать, что во мне есть роли, которые энергетические, знаешь, как я называю, архетипичные. В каждом у нас есть такие роли, которые очень древние. Вот если вы поищете в себе какая-то вот роль, которая живет в вас очень, ну, не вас, она много тысяч лет вообще живет на планете такое, и все знает. Да. И вот они как бы более приближены к «я все», но вот через эту роль «я все» решаются все проблемы. Но я предлагаю, знаешь, как вот эти глобальные ответы, мы же задаем сейчас вопросом вообще, что это такое, кто мы здесь и как это оно работает. И я предлагаю быстренько, знаешь, вот если ты меня спрашиваешь, как я это понимаю, я быстренько это опишу от общего к частному, а потом мы можем разбирать какие конкретные вопросы, но уже исходя из этой концепции, которую я предложу. Потому что это все равно концепция. Давайте просто договоримся, что истину нельзя проговорить. Любое слово, любые слова ее искажают. Поэтому мы просто попытаемся как бы приблизиться к ней простыми словами, чтобы каждому ребенку было понятно. И я, по идее, это перевожу, знаешь, как на детский язык со священных писаний. По сути, то, что, ну вот, на чем я основываюсь, и это не только священные писания. Наверное, я с детства как бы у меня была такая особенность, что я постоянно гнала. Вот маленькая девочка научилась говорить, и я все время ходила и вот говорила какую-то чушь, типа того, что этого всего ничего не существует, как бы это все игра, иллюзия. Но я, может быть, что-нибудь такими словами выражалась, я как-то, может, совсем по-детски, этого ничего нет. Я пыталась рисовать, у меня все тетрадки были исписаны какими-то странными иероглифами, не русским вообще, и какими-то картинками странными, знаешь, какими-то. Я помню, я пыталась людям объяснить, еще же, знаешь, слова, ты что-то понимаешь, а сказать не можешь, потому что слов нету, и понятий таких нету. И я такая говорю, вот представьте себе такой дискобол, вот куча каких-то, значит, зеркальных, значит, кусочков, они отражают свет, но этого все равно ничего нет. Вот. Ну, как-то я пыталась это все дело родить, и в один прекрасный момент ко мне, слава богу, попали вот как раз священные писания, ведические священные писания. Первая тогда была Йога Васишта, где я, читая страницу за страницей, вдруг понимала, боже мой, я не сумасшедшая. Потому что вот эта история, когда тебе иди, девочка, отсюда иди, ну, это звучало реально как crazy история. Поэтому вот все эти знания я как-то перевела уже, как-то их назвала. Мало того, у меня даже это называется там большим курсом «Игра в жизнь». И как я это все объясняю? Во-первых, что это такое?
Представим себе, что было, есть и будет, это все находится в одной точке, потому что время не существует, некое единство. И это единство, это и есть все. Даже ничего является этим единством. Вы пока со мной, вы не теряете? Да, я это слушаю. все пока. Мы пока тут. Так как ничего кроме единства нет, а его природы, вообще природы жизни, познавать себя, это единство хочет себя познать. Но так как ничего кроме него нет, оно не может себя познать, потому что когда ты познаешь что-то, тебе надо отойти, грубо говоря, со стороны посмотреть на это. И тогда это единство решает делиться внутри себя, чтобы эти маленькие, скажем, потому что вот это единство, оно же еще можно назвать на Богом. друга посматривать, да? Да, Типа? то есть мы можем также это единство назвать Богом, сознанием, брахманом, кто как называет, это вообще не важно, это слова. И вот это единство и сознание, оно делится на бесконечное количество имен и форм, индивидуальных сознаний. Чтобы эти сознания маленькие друг на друга смотрели и такие, что-то понимали. И вообще единственная причина, чего мы тут делаем, познаем самого себя. Все. Это вот как бы упрощенка сейчас. То есть, подожди, можно вопрос? Да. То есть люди, которые приходят в твою жизнь, семья, знакомые, ситуации, они все, по сути, во-первых, наверное, ты сам их проецируешь и притягиваешь для того, чтобы познать себя, но через коммуникацию, через общение, отражение с внешним. Обязательно, это первое. А второе, наверное, даже первое, что я еще не сказала, но это установка, с которой мы как бы должны согласиться. А все, что мы считали жизнью когда-то, до сегодняшнего дня, если мы сейчас говорим, это иллюзия. Этого не существует. Это некая игра сознания. То есть, знаете, это про прошлое, ты имеешь в виду? Или нет, оно и сейчас, оно и будет. То есть этого не существует, это иллюзия. Это вот как компьютерная игра, в которую ты заходишь. То есть в тот момент, когда это единство решает разделиться, оно начинает, знаете, как, вот я это еще называю зайчики на воде, или преломление на воде, или игра света. То есть это вроде как, я даже как-то снимала сейчас видео, смотрю на бассейн, и там солнечные лучи придают такой, знаешь, какие-то узоры. Ты вот смотришь на эти узоры, начинаешь приглядываться, и если будешь долго-долго смотреть, ты увидишь там каких-то персонажей, какую-то историю, потом что-то там вообще мир какой-то. Потом ты погружаешься в этот мир и начинаешь, если чем дольше ты будешь в него погружаться, ты начинаешь верить в него. Тебе начнет казаться, что он реально существует. Но если ты уйдешь наверх, ты поймешь, что это просто зайчики на воде. Вот то же самое происходит с этим общим сознанием, единством. Оно как бы играет. Это игра света. Преломления света, больше нет ничего. Поэтому, то есть некое единство, и оно никуда не девается, оно никак не меняется, оно всегда есть, но внутри себя это иллюзия, вот это сознание. С этим мы можем договориться. Второй момент, если вы задаете вопрос, кто я, вот, например, кто я, давайте, я сейчас такая потренирую, как вы ответите на вопрос, кто я? Пример, вот, не знаю, меня. Я актриса театра и кино, сыграла там больше 100 ролей. У меня какие-то награды, там, бла-бла, коуч, написала книги, какие-то онлайн-курсы, тоже какие-то награды, психологи года, что-то трансформация личности, астролог, мастер рейки, значит, мама. Это все. Очень подождите, я описываю себя. Добрая, открытая, легкая, ответственная. Это уже прилагательное. Не, это тоже. Кто подожди, ну кто я, то есть какой, тоже туда же. Источник основной. Что ты можешь поставить на первое место? Дело не в этом. Я сейчас описала себя. То есть некое что-то, некое я, которую я бы, как бы я себя описала. Вот если бы вы пришли бы в компанию, или я бы вас попросила вот так вот в пару предложений, как я сейчас сделала, описать. Я думал над этим вопросом. Я бы сказал, что я мужская энергия. Я пришел вот как сознание, но в мужской энергии.
Так. И если я реализую себя как мужская энергия, я же пришел в мужское тело Так. с мужскими характеристиками. Подожди, вот давай так, давай, прости, да, я да. потому что вы прокачанные, с вами сложно. Смотри, ты приходишь в компанию, ладно, ты не со мной встречаешься в Окей. компании. Здрасте, Макс, я мужская энергия. Да, я люблю... Мое хобби — это стихотворение. Я живу, допустим, творчеством внутри, и Так. оно меня наполняет. А какой ты? Красивое высказывание через Нет, это использование позже, я языка. тебе говорю, Какой кто я? ты? Ты кто? Да какой ты, кто ты? Упрямый, О, так, упертый, Интересно. Так. напористый. так. Есть еще что-то добавить, чтобы ты сказал, это я. Щедрый. Круто. Можешь даже сказать, я вот не такой. Какой ты не такой? Такого нет. Да ну тебя нафиг, с ним интересно с ним. Миш, скажи, ты кто? Я режиссер, продюсер. Вот. Всё, ладно. Вот. Давай. Смотрите, С этого. Ты имеешь в виду, это ладно. маска. История в том, что да, это не то, что я себе описала, это все не я. Это маска, да. Это даже не маска, назовем это роль под названием я, с которой я себя отождествляю. Потому что я тоже типа Так, верю да, в да. то, что это я. Мгм. Потому что, когда я говорю ответственная, я говорю, нет, я такая ответственная, я очень пунктуальная, я очень щедрая и тому Хотя подобное. бывают моменты, когда не такая. Да подожди, я сейчас проведу. То есть, получается, тема «я», это не ты на самом деле, это некое отождествление отождествление себя с какой-то ролью. Круто. Вот это я сейчас понял, да. Сейчас ты Вот, то есть правильно роль, объяснила, да, в эту я, кстати, запихнуты социальные роли, там, продюсер, актриса, мама, не знаю, жена, Сын. бойфренд, ну, в общем, туда запихнуты много чего, да, какие-то вот эти качества, да, которые мы думаем, что вот такие, но мы не такие. Но, получается, если это не я, то что же там еще есть-то? Мужчина, Ну, либо женщина. Да, ну, да, базис. это все тоже в я. А что тогда глубже? Я тогда не Так понимаю. вот смотри, получается, если мы говорим, глубже я уже сказала вначале, мы и есть это единство. Сознание. Мы немножечко сейчас, получается, что если мы единство, у нас есть весь спектр всего. От жадного, от Чикатилы до Вау. матери Терезы. То есть мы есть делаем всё. выбор, на что мы делаем, на какую роль мы делаем акцент, если у нас Хуже. есть весь спектр. Хуже я тебе могу Ну-ка, сказать. давай. Вот этот вот акцент типа я, он же сформировался как-то. Посредством родителей. Родителей, каких-то опыты, ты такой сказал, ага, вот это плохо, я таким не буду, вот это хорошо, я таким не буду, или не-не-не, у меня был как что-то тебе объясняли, жадным быть плохо, надо быть щедрым. И я как-то формирую свою я за счет этого. Так, а ты формируешь его на протяжении всей жизни. Нет такого, что только в детстве сформировал, и оно окончательно Да, но есть застопорилось? там база. И я тебе сейчас покажу, что есть Да, тени. база формируется. База вот эта, Серьезно. да, Конечно, она я причем даже формируется не очень, 100%. очень на раннем возрасте. Я бы Да. сказала До до 6 5, лет, да, да. но прям самый мощный базис вообще до года. Это До года? Да, Ух но ты. подсознательные И, наверное, штуки. еще когда в животе, Да, в утробе да, матери. да. То есть от матери очень много зависит. Да, поэтому, знаешь, когда родители рождают, женщина родила ребенка, многие считают, там, отцы и те же матери, что нужно полностью уделять время ребенку, похерить на саму себя. По факту все, что чувствует сейчас женщина, это и есть прямое воздействие на ребенка. Поэтому, чтобы он был здоровый и счастливый, надо быть счастливой маме. Поэтому папе нужно максимально вкачивать в женщину, особенно первый год после родов. Что значит вкачивать? Носить ее на руках, чтобы она ни в коем случае не чувствовала себя, у них там же псих, там же эмоциональный полный Вообще, перегруз. априори нужно, так, прожить жизнь Да, друг с другом, чтобы да, всегда быть счастливым. Да, но многие папы думают, или там и мамы в том числе, что надо сейчас ребенок главное, приоритет, а он не А приоритет. главное сознание. Главное в этот момент Родительское мама, сознание. потому что Сознание. через маму идет трансляция, особенно до первый год. С молоком впитывается, поведение Да, впитывает, и все комплексы наши оттуда. Потому что мамы нет. Круто. Ребенок не видит маму, он видит мир. Как все Вау, взаимодействия с очень мамой, круто, это очень твое круто. взаимодействие потом с миром. Очень И круто. она, может быть, сидит, кормит тебя грудью, и она не думает про тебя, не про ребенка так думает, она просто переживает. У нее там страхи, гон, а там гон.
Первый год после родов это гон. Ну, представляешь, Да. какой там гормональный перегруз. Там вообще псих. Уже очень много вот этих послеродовых депрессий и тому подобное. То есть у нас есть я как роль, но это не мы. То есть мы договорились, что есть у нас все, весь спектр от всякого говна, извиняюсь за выражение, как нам кажется, говна, извиняюсь за выражение. Потому что это не плохо. Если уж мы возвращаемся к началу, и это единство разделилось, когда мы говорим про иллюзию, про мир, в котором мы находимся, вот эта реальность, она дуальна. Она именно... Она и существует, потому что она дуальна, потому что произошло разделение. Без деления не может быть, ну то есть не может как бы осознать. Вот это в этом нету, да, я понимаю. Красота вообще этой жизни в том, что парадокс на парадоксе. С одной стороны, я говорю, разделение рождает эго, разделение рождает все наши там гнев, зависть, потому что у тебя есть на кого это проецировать, потому что если все единство, в смысле, на кого ты будешь ревновать. Это как жить одному на острове. Кому ты будешь предъявлять, что ты да. Дом купил, машину, ты один на острове. Да. Вот, кстати, вопрос, можно вот добавлю? Мы, допустим, были недавно на Гавайях, и там есть местные жители, гавайцы, типа, да? И вот у них настолько все круто, они как бы, у них старые тачки, серфы, одежда одна, они как бы супер кайфуют, они живут на острове, но приезжают туристы, берут дорогие тачки, кабриолеты, начинают шиковать, и это вызывает гнев. Потому что я как бы идеально в мире, в раю на острове, но есть на кого сейчас посмотреть, и у них как бы есть другое. И это у тебя рождает гнев? конфликт. Нет, гнев. у них. Вот у меня много раз было такое, что мы едем на тачке, на кабриолете, и они прям, ну, начинают нас тормозить и типа начинают, ты что меня подрезал, терки. Почему? Это же не просто, это просто, ну, повод. Но основная конфликт это энергия, потому что типа вот он есть, и мы есть, другие. И как бы, и вот ты разделение, то, что говоришь, да. Разделение рождает сравнение. Когда Да. ты сравниваешь, начинается всегда как бы кто лучше, кто хуже и тому подобное. Но при этом дуальность, она как часть жизни, она необходима. То есть ночь-день, вдох-выдох, мужское, женское, и оно друг без друга не работает. Баланс. Оно не живет, да, в этом баланс. И самое интересное, что и мужское, и женское есть в каждом из нас. Но это отдельно. Я к тому, что мы должны понять, что вот этот весь спектр всего, что у нас есть, это неплохо. Это не хорошо и не плохо. Это как бы данность. То есть из этого мы делаем вывод, что есть я, роль, которая не я. Да. Но есть что-то осталось, что мы не считаем собой. То есть это что скрыто, потому что мы это не думаем, что это мы. Мы это называем тенями. Ну. Вот сейчас очень крутая мысль, ты мне сказала, сознание – это полный спектр. Вот как бы баланс – это через кого-то, через друзей, через семью, через свои половинки, родственные души, ощутить полный спектр. Не заостряться вот в этом, вот я прав, и все остальное неправо. И вот из-за этого идут ссоры, непринятие, ничто, а то, что вау, вот это полностью, как сознание было задумано, разделиться, но для того, чтобы полный спектр познать. Я тебе сейчас еще больше копну, только Давай, давай. будьте со мной. Ну, мне очень круто, продолжая мне очень вот нравится. это, хотя я потом продолжу. Давай. Мы же говорили, что это все иллюзия. Да. И ничего не существует. Да. И ее тоже не существует. Кого? Это твоей второй половинки. Даже вот, кстати, да. То, И что ты сказала, это на подожди. самом деле твоя иллюзия. И это Вау. твоя иллюзия. Да. И Вау. значит, то, что ты говоришь, весь спектр, который закрыт, это та женская энергия, которая есть в тебе. Да. Почему я очень важно Вот, говорю да. вещи, то есть, Да. например, бабы, которые идут, прокачивают женскую энергию на какие-то курсы, себе качать, я женщина, но у них мужская энергия не прокачана, ну то есть не прокачана, не раскрыты, грубо говоря, мы выращиваем в себе того мужчину, который ты хочешь внутри себя, ту мужскую энергию, которая несет ответственность, которая выставляет границы, которая достигает цели, которая говорит, внутри тебя сидит, как у женщины, Да. и говорит, мне, пожалуйста, мою девочку не обижать, ее носить на руках, и со мной так непозволительно. И даже не говоря это вслух, ты это будешь транслировать как женщина, потому что там сидит мужская, хорошо прокачанная энергия. Не какая-то инфантильность непонятная, а там очень четкая опора, которая сидит и защищает. Такая... Это то же самое, то, что ты сейчас описал, получается, в тебе есть женская энергия. Которую ты давишь. Нет, если ты видишь в своей девушке, не знаю, там, заботу, любовь, нежность,
Это твоя забота, нежность, которая проявляется в ней. Мы находим тех партнеров, которые в нас. Мы находим того мужчину, который есть у меня внутри. Мы находим ту женщину, которая у тебя есть внутри. По каким-то причинам ты не можешь дотронуться до этого или увидеть это. Но человек помогает тебе в себе это увидеть. Во-первых, во-первых, он помогает, потому что, когда меня спрашивают, как определить, идеальный партнер или не идеальный, как определить, вот это вот, он подходит мне, не подходит, я всегда отвечаю, твой идеальный партнер – это тот, который сейчас с тобой на данный момент, потому что он идеально тебя отражает, то, что есть в тебе. И все как бы проблемы, которые вылезают на ваших отношениях, а без проблем отношений невозможно, они для этого и нужны. Вообще-то самый болезненный, но самый крутой способ прокачать себя.